Вітаю вас у своєму саду знову. Я Світлана. І я дуже рада зустрічі з вами. Сегодня расскажу вам, как ухаживать за хвойными весной. Расскажу на примере своих растений, что я делаю. И дам вам такие небольшие советы. Не советы даже, а рекомендации. Начинать или не начинать полив, удобрять или не удобрять, обрабатывать от вредителей и болезней или еще подождать, можно ли еще пересаживать в такую погоду теплую. У нас сегодня плюс 15. Про полив сказала, и про мульчирование, как, чем, когда. Ну, и еще немножко рекомендаций, которые вспомню. Если обгорели хвойные, что делать при обгорании, при ожогах хвои. Там особые меры принимаются. И посмотрим, как выглядит мой сад, мои хвойные. На сегодня конец марта. Идемте, в помощниках мне сегодня Мия. Мия, иди сюда. Иди сюда. Не хочет. Ты ко мне придешь? Ты придешь? Пошли, будем показывать. Ну, первое, на чем бы я хотела заострить ваше внимание, обратить, это, конечно же, если вы укрывали, сняли зимнее укрытие, или если не укрывали и обнаружили, что ваше растение хвойное обгорело. Что делать? Я растения не укрываю хвойные. В основном подвержены ели, особенно канадские, ожогам, и кипарисовики, если у вас такие есть. Смотрите, открыли вы укрытие, и одна сторона или часть растения, иголки желтые, осыпаются, и даже веточки. Что мы делаем первое? Во-первых, почему это произошло? Потому что перемерзшая земля, корневая система не работает, а солнце сильное уже в феврале, в начале марта, и хвоя не успевает набрать влаги из почвы, и получается усыхание хвои. Это инверса. Вы спрашивали, может быть, это акракона? Нет, это ель инверса у меня. Я про нее рассказывала. Сейчас она шишками такими красивыми, смотрите. Большие, семена с них летят тоже, как и с акраконы. Так вот, что же нам делать? Сразу не расстраивайтесь. Эта проблема легко решается. Легко, но долго. Растение вновь обрастет иголочками, если мы немножко ей поможем. Во-первых, пролить хорошо. Во-вторых, на следующий год имейте в виду, что растение обгорает, затеняйте больше. Хочу вас успокоить, с возрастом растение будет обгорать все меньше и меньше, если вы неправильно посадили и ей нету от близлежащих растений какой-то защиты. Будет меньше обгорать, привыкать, корневая будет глубже уходить и растение адаптируется. Сейчас мы убрали всю хвою пожелтевшую, обрезали сухие веточки, попробовали, если гнутся, значит живые, их не трогайте. Обрезаем только сухие, которые хрусть и ломаются. Но я бы советовала, знаете что, подождать. Даже полузасохшие веточки могут начать из почек новых обрастать хвоинками. Подождите, не спешите с обрезкой, это касается всех растений. И гортензий, часто вы спрашиваете, обрезать, не обрезать, подождите. Время покажет. Так, какие явно уже или обломались, или что, мы обрезаем. Хвою почистили, обязательно много пролили. Много, но все-таки разумно заливать, чтобы там болото стояло, конечно же, не надо. Обязательно делайте осенью влагозарядный полив. Или если у вас есть дожди, все хорошо.
у меня растения не обгорают, ни хвойные, ни кипарисовики, потому что, во-первых, осенью я смотрела по погоде, были дожди, не было, проливала. А во-вторых, когда высаживаю, я смотрю, есть ли защита вокруг моим елочкам и канадским, и обычным от других растений. Что мы делаем дальше, если все-таки такое случилось? Есть такое средство хелат железо и циркон. Циркон антистресс. Можно и пин, но я люблю циркон. Он, во-первых, поддерживает наши растения, как стимулирует работу, антистресс, одним словом, взбадривает и корневую, и само растение, там хороший комплексный состав. А хелат железо, он дает нашей хвои вечно зеленой возможность стать зеленее, и те микроэлементы, которые были утеряны за зиму, растение не работало, тут еще солнечным ожогом на него, и начнет опять же зеленеть и хорошеть. Этот состав циркон и хелат железа повторяйте где-то раз в 10 дней. В течение месяца получится 3-4 раза. Вам надо пострадавшее растение обрабатывать. И вы заметите, встрепенется, похорошеет, покрасивеет, позеленеет, и все. Новые иголочки отрастут. Кстати, этим составом циркон и хелат железа можно все хвойные весной пару раз для блеску хвои обработать. Так, следующий. Полив. Начинать для хвойных полив или нет? Логически, да, отсюда идет. Ну, во-первых, тут надо смотреть по погоде. Если за всю весну, за весь март не было ни одного дождя, и как песок земля высохла, что аж пыль летит, конечно же, надо пролить. Капельный полив мы еще не включали, мы не проливали, но отдельные свои хвойные возле дома, которые под крышей, кипарисовики вот эти каплеобразные, Элюми и Элюми Голд, я про них рассказывала, ссылку оставлю. Я пролила по 2 лейки под каждое растение, лейки 10-литровые. Поэтому смотрите сами, в какой области, где вы живете, какая у вас температура. Но вообще весной пролить, если совсем сухо, хвойные надо. Придется из лейки, но смотрите, вода должна быть не горячая, не холодная, слегка теплая. Лучше комнатной температуры, чтобы земляной ком, если замерз, постепенно оттаивал. Если все нормально, мы холодной, не скважины водой пропитали нашу землю. И опять же, почему медленно растут хвойные? Из-за воды. Посмотрите это видео, если у вас нету фильтров на воду. Так, следующие вопросы, которые я хотела осветить. Вредители и болезни. Начинать или не начинать? Конец марта. Что нам делать? Так, крутила-вертела штатив, пока он у меня не поломался. Поэтому имейте в виду, если камера шатнется, у меня он там плохо закреплен. Вадим Петрович будет ремонтировать. Так вот, наши хвойные. Это Туи пирамидалис ауреа. Ярко-салатовая, золотистая, красивая. Что мы начинаем? Обязательно сейчас делайте первую обработку хвойных. Первое, я обрабатываю от болезней. Беру препарат. Это не реклама. Можете, конечно, свои испытанные, испробованные препараты какие-то брать. Я беру Хорус, потому что он работает при низких температурах от +4 и выше. То есть, если ночью у вас еще ночи холодные, можно использовать этот препарат. Если у вас уже сильно тепло, можно какие-то другие фунгициды, скор, например, тоже хорошо работают. Все хвойные по кроне обрабатываю хорусом. Вот что хотела сказать про препараты еще, что я баковые смеси как бы не очень люблю, потому что
ну, боюсь за совместимость их, то есть не мешаю инсектициды, акарициды и фунгициды в одну емкость, и удобрения не мешаю. Если вы это делаете, но не знаете, совместимы или нет те или иные препараты, попробуйте на маленьком растворе того и того. Если реакция не пошла, ну, что значит реакция? Помните, как в школе или осадок выпадает, или помутнеет, поменяет цвет раствор наш, тогда лучше такие не мешать. Я обрабатываю отдельно. То есть, если я сегодня, кстати, поставила заряжать свой опрыскиватель и плодовые обработаю, и хвойные. Если я сегодня обрабатываю хорусом, дня через 3 я буду обрабатывать от вредителей, а именно от паутинового клеща. От ржавчины я буду немножко позже, недели через 2. Есть у меня пару проблемных растений, буду фундазолом обрабатывать. Это вы спрашивали, чем. Так вот, от клеща. Почему именно от него? Остальные насекомые только-только просыпаются, а клещ, сейчас ему разгуляться негде. Гортензии еще у нас только зеленые почки, листиков нету, и они нападают на наши хвойные. Большая проблема для хвойных, я вам скажу. Когда вы уже явно его увидите, это будет поздно. Что значит явно? Будете дождевание по кроне делать в конце апреля и увидите паутиной покрыто растение. И паутинный клещ, он буйствует, если у вас сад большой, много хвойных, он очень быстро перейдет прямо на все, если перейдет. Поэтому профилактически уже можно обработать от клеща. Я буду использовать, наверное, первый раз Sunmite. Препараты меняйте. Один, другой, третий. Что вообще я использую от клеща, я вам рассказывала, когда показывала препараты от вредителей и болезней, которые я буду использовать. Так вот, Sunmite обработаю весь сад, все хвойные свои от паутинового клеща. По лиственным пока не буду, потому что у меня только на барбарисе первые листочки стали появляться. Значит, обработки от вредителей и болезней можно начинать, если температуры стабильно положительные. Заморозки могут быть еще, апрель непредсказуемый. В прошлом году у нас вообще 15 мая был -1. Это, я думаю, это не закономерность, а исключение. Как оно будет? Так, от вредителей и болезней вот что я буду делать. Следующий шаг, что я вам хотела рассказать, это про пересадку хвойных. Можно ли в такое время пересаживать или нет? Вот что я хотела бы сказать. Растения, если в контейнерах, сейчас самое время сажать. Не холодно, не жарко. Полив вы обеспечите, укоренится хорошо. Вы достаете с комом земли, прямо отлично, преотлично. Если с комом, я бы, может быть, еще с недельку, наверное, можно, когда выше плюс 15 будет, уже все. Может растение плохо укореняться. Почему? Потому что жарко, солнце с каждым днем, у нас же уже прошло весеннее равностояние, равноденствие, и день уже увеличивается, солнце поднимается, очень жарко. Или вам тогда надо будет особое внимание уделить притенке и поливу. Это касается, если с комом земли вы решите, приобрели растение, посадили. В общем, до середины апреля все. После я бы не советовала. Могут быть проблемы. Хотя в питомнике вам будут говорить, что все приживется, все. Просто даже жаль не выброшенных денег, а растения и ваших усилий. Следующий момент. Плавно перешли мы к удобрениям. Надо или нет удобрять? Сразу скажу, удобрения рано еще. Рано. Числа 10-15 апреля, наша климатическая зона 5Б, я буду
в это время удобрять хвойные. Но скажу вам, что я свои хвойные уже же не удобряю под корень. Первые 1 или 2 года сыпала гранулированное комплексное удобрение. Ну, если вы это делаете, то берите там, где много магния и серы. Для хвойных это самое любимое, самое нужное – магний и сера. Я под корень хвойные не удобряю, не подкармливаю, только по кроне. Я буду плантафол 20-20-20 одноразово, один раз, сейчас расскажу почему один, и только в середине апреля, посмотрю по температуре, в 20-х числах может быть. Почему один раз, почему в тот именно период? Потому что уже будет тепло, можно давать нашим растениям старт. Что это значит? Мы усилим их вегетацию и пойдут зеленые, красивые, молодые приросты. Ну, спустя неделю уже они и сами-то своим ходом начнут. Но мы как бы им еще такую волшебную пилюлю дадим, и оно пойдет расти, расти. Почему раньше нельзя? Почему сейчас нельзя? Еще могут быть возвратные заморозки. Еще может быть минус. И помните, как было? Вернулись холода, и у нас эти молодые наши приросты завяли. Они уже вряд ли взбодрятся, восстановятся и будут зеленеть и радовать нас, скорее всего, засохнут. Несколько лет подряд у меня такое было. Молодые приросты. С одной стороны, где, видимо, ветер холодный меньше гулял, нарастало дерево по своей пихте, ну, той большой, я сужу, а с северной стороны, где холодные были прямо порывы, все засохли, потом новые не наросли. Во всяком случае, ждать следующего года придется. Поэтому старт растениям пока не даем своим хвойным, ждем еще тепла. Успеем. Почему позже нельзя? Почему нельзя вот этим удобрением плантафолом 20-20-20 по кроне, допустим, в июне? Ну, смотря какая у вас, какое лето по длине. Если лето только начинается, да, в конце мая, то тогда придется в это время. А вообще надо дать молодым побегам вызреть до осени, чтобы они уже одревесневели и не померзли зимой. Понимаете, если мы этим удобрением с повышенным содержанием азота в июне начнем или в июле, что вообще категорически уже нельзя, у нас будет красивая зеленая хвойная, допустим, наша туя, но зимой все это богатство, наша красота, оно засохнет, потому что молодое, не вызревшее, и как не печально. Так, про что я вам еще хотела рассказать? Про полив сказала, про удобрения сказала, про вредителей сказала, про пересадки сказала, про мульчирование. Что я хотела сказать про мульчирование? Я бы советовала мульчировать несколькими слоями для того, чтобы почва наша летом, корневая система не перегревалась, не пересыхала. Хоть как бы вы ни поливали, была защитная подушка. Мульчируйте вначале, если вы корой мелкой фракции, совсем мелкой, сверху крупнее, средней. Совсем крупная, и тут на усмотрение. Это для красоты совсем крупная фракция. Она будет и подкислять нашу почву, и прикрывать корневую систему. Я буду мульчировать хвойным опадом, сосновым, а потом сверху средней фракцией корой. Но это я буду делать постепенно, потому что сад большой. Я только там с гортензиями маленькую зону корой сделала. В принципе, мне нравится. Единственное, но все-таки накладно по бюджету корой мульчировать. Хвойный опад у меня бесплатно, скажем так. Обязательно в 2 слоя. Нижний, более мелкий, или кора, или хвойный опад быстро перегнивает. И у нас получается то же, что для рододендронов я использовала микориза. Такой симбиоз корней грибов,
перегнивших остатков хвойных, и он благотворно на наши хвойные так особенно. Ну, сейчас идемте немножко покажу свои хвойные на сегодня, на 28 марта, и скажу еще несколько слов. Ну вот, что еще я вам хотела рассказать за хвойные растения, что мы с ними делаем именно сейчас, в конце марта, начале апреля. Конечно же, вы хвойные все почистили уже от старой хвои, подстригли. Не так, как я почистить. Я почистила, подстричь не успела. Хожу, смотрю, но у меня сейчас много других планов. Значит, сухую хвою я вручную чистила. Можно пылесосом садовым, можно какой-то турбодуйкой. Вот это акрокона. Видите, у нее немножко другая структура кроны в разные стороны. И так приподняты немножко ветки. Такая крона, как приподнятая наверх. И очень широкая, такая разложистая. Так, сбилась с мысли. Про хвойные, что мы их почистили. Вот видите, немножко пожелтение хвои у меня на Teddy Bear. Тут будет работать циркон и хелат железа. Вот хотела сказать еще, хелат железа, неважно какой, главное в хелатной форме, неважно какой фирмы. В принципе, весь он работает на хвойных, на наших растениях, и очень хорошо на них влияет. Вот на рододендроны и на хвойные хелат железа плюс циркон. Это просто милое дело. Стив Випер. Вот именно на ней я ее не обрезала. Может быть, сегодня. Именно на ней я увидела паутинового клеща. Помните, я вам рассказывала, что я потом весь сад 2 или 3 раза. Вот если все-таки пропустите момент и ваше хвойное растение поразится паутинным клещом, то обрабатывайте 2-3 раза с интервалом неделя 10 дней. Если сильное поражение, можно 1 раз, а потом через 5 дней еще. Препараты разные. Как вы увидите, паутинового клеща в начале растения будет первый признак не ярко-салатовые молодые приросты, а блеклые. У меня есть видео на гортензиях, как я делала, я вам говорила, какие 5 признаков паутинового клеща на гортензиях. Это же работает и на хвойных. Теряет блеск и цвет хвои. Потом останавливается в росте. То есть вы не увидите больших, красивых, молодых приростов. Шишка у меня на лиственнице. Я вам на какой-то прогулке, да, ее показывала. 1 раз вижу шишки на лиственницах. И следующий этап будет, это самый плохой же вариант, когда будет хвоя опадать, начинать. Тут уже меры, конечно, принимать надо большие и серьезные. Это у меня молодая пихта испанская. Скоро будем любоваться приростами. Макушка завалилась. Вот, видимо, в питомнике ее перекормили азотом. Слабые ветви гнутся, ровно не нарастают. И вот причина, почему так происходит. Все. Желаю вам здоровых, красивых растений. Желаю с хвойными подружиться. Это очень красивое украшение сада. Хвойные растения в любое время года, да, украшают. Вот эти коники, они у меня не подгорают. Потому что, смотрите, тут такие посадки. Смарагд вот тут у меня. Вот тут поможет циркон с хелатом железа. Вы видите? Осыпалась барбарис. Вот этот сильно навалился на нее. Обрезала и убрала его. Нарастет. И вот вторая коника. Плотная посадка, хорошая. И они друг друга
как бы прикрывают. Еще в прошлом году весной у меня бульвар как-то захерел и не было приростов молодых. И вот я его хорусом 2 раза через неделю, а потом от клеща. Ну, все хорошо, отошел, потому что бульварды вообще проблемные, да, и я говорила, что нет у меня проблем, и запереживала. Нет, все обошлось. Видимо, это он решил меня попугать просто. Такой бульвард. Выровняли мы эту конику с Вадимом Петровичем. Да, Мия? Как выравнивать большие ели. Ну, это небольшая еще, но мы и большие выравнивали. Я вам, может быть, в каком-то из видео расскажу. Все, всего хорошего. До встречи. У меня в саду сейчас очень много работы. Мы привезли щебень, и я делаю дорожки, чтобы красиво было. До встречи.